Привет, друзья, Миран на связи. В музыке есть много приятных моментов. Исполнители могут ублажать не только наши уши, но и всячески радовать нас визуально. Герои сегодняшнего выпуска – настоящая услада для наших глаз. И их будет чуть больше обычного, можно сказать, на любой вкус. Что это у тебя? Билет на лунный шаттл, $400. Курящий, не курящий, первый класс, второй класс, у окна, за окном, любой вариант. Американская музыка для ваших глаз. Сегодня на Metal Music Madness. Если раньше представительницы прекрасной половины человечества встречались в тяжелой музыке не так часто, то сейчас их можно видеть среди участников самых разнообразных музыкальных коллективов. Так что предмет нашего сегодняшнего выпуска весьма объемный. И думаю, мы разделим его не только по половому, но и по географическому признаку. Сегодня послушаем красавиц родом из Америки, а со временем пройдемся и по другим странам. Ну что ж, приступим. Для начала познакомимся с наиболее талантливой группой. Да нет, к черту эвфемизмы. Метал-группа с наибольшей плотностью сисек на вокальную секцию. Butcher Babies. Да, глядя на вокалисток Butcher Babies, можно подумать, что я неправильно озвучил их название. Однако нет, Babies, не Boobies. Группе этой всего 4 года, однако они уже успели скататься в тур с Мэрилином Мэнсоном, а их дебютный альбом «Голиаф» вышел в 2013 году сразу на лейбле Century Media Records. Но в этом заслуга не только вокалисток. Ритм-секция в лице Хенри Фларри, Джейсона Клейна и Криса Уорнера уже далеко не первый год в музыке, так что им удалось написать и записать весьма качественный материал. Список тегов Butcher Babies содержит трэш, грув. Такую музыку сейчас принято называть New Wave of American Heavy Metal. Это как раз то, что не любят противники так называемого мейнстрима. Но, думаю, не все наши зрители являются ортодоксальными металхедами, приверженцами олдовых канонов. Найдутся и те, кому Butcher Babies придутся по нраву. Благо есть что послушать и на что посмотреть. Как раз вторую составляющую этого профита обеспечивают Хейди Шепард и Карла Харви. Последняя, кстати, имеет ученую степень в области похоронного дела. Да, Mortuary Science. У нас не очень-то распространенная штука, а вот за рубежом этой науки активно обучаются. Карла, например, лицензированный директор похоронного бюро и бальзамист. Профессия для настоящего металлхеда. Ну так вот, Карла и Хейди неплохо справляются с важным моментом в деле Female Fronted команды – живыми выступлениями. Причем настолько неплохо, что не все их видео можно вот так вот спокойно показывать. Но вы их без труда найдете, при желании. А оно, я думаю, появится. А теперь поговорим о чуть менее мейнстримовой музыке. О воссоединении этой команды я говорил в прошлом новогоднем выпуске. И, как и обещал, сегодня о ней расскажу. Power MDM-щики из Висконсина Luna Mortis. Группа Luna Mortis появилась в начале 2000-х, однако первые 6 лет играла под именем The Ottoman Empire. Так они выпустили пару эпишек и один недурной альбом.
а в 2008 сменили название и заключили контракт все с теми же Century Media. Luna Mortis — это смесь пауэра и МДМа, не слишком замороченная, но и не из простых, с элементами прогрессива. И над всем этим царит смесь скрима и чистого вокала обворожительной Мэри Циммер. В 2009-м Luna Mortis выпустил альбом Absence, поиграла концерты немного и через год как-то и распалась. Ну да, вроде ничего не предвещало беды, материал был стоящий, публика радовалась. Ну всякое бывает. Но в 2013 году активные отклики фанатов на Facebook сделали свое дело, и было объявлено о воссоединении Luna Mortis для нескольких концертов и вроде как даже для записи нового материала. Так что посмотрим, может и второй альбом увидим. Но это еще не все. Сейчас Мэри Циммер вместе со своей второй командой White Empress готовят дебютный альбом, снимают клип. В общем, работа кипит. Пока что в их арсенале есть один EP, но по нему можно предположить, что проект-то будет интересный. А третья сегодняшняя команда довольно олдовая, по крайней мере самая взрослая из наших сегодняшних гостей. Образовалась в 1998 году и носит название Walls of Jericho. Walls of Jericho не только самая взрослая, но и, наверное, самая злая сегодняшняя команда. Хоть их жанр можно охарактеризовать словом metalcore, он все же ближе к хардкору, чем к металлу. В активе у этих ребят уже 4 альбома, и на всех мы можем слышать адовые крики Candace Castellane. Местами там проглядывается чистый вокал, но в остальном это чистая агрессия. В истории Walls of Jericho было много всего. Они даже поработали с Кори Тейлором над EP Redemption. Уже успели пережить двухлетний распад, однако свои изначальные идеи принесли через все 4 альбома, а их стилистика не претерпела практически никаких изменений. Правда, еще не вечер. Их последняя работа под названием The American Dream вышла 6 лет назад. После нее группа взяла перерыв, у Candace родилась дочка. Ну а сейчас они собрались вновь, дают концерты и вроде как готовят новый материал. Посмотрим, что станет с ним. Но я надеюсь, что все останется как прежде. Мощно, агрессивно и бескомпромиссно. Не будем останавливаться на этом и копнем немножко в авангард. Там тоже есть свои красавицы, своеобразные, но все же. Еще одни детки, но не мясники, а украденные. Stolen Babies.
Stolen Babies — это группа экспериментальной тяжелой музыки, в которой играют два брата Ренни и Джилл Шарон и вокалистка по совместительству аккордеонистка Доминик Ленор Перси. Чтобы хоть как-то сориентировать это трио в социальной массе, можно привести несколько фактов. Барабанщик Джилл сейчас работает с Мэрилином Мэнсоном над его новым альбомом. Также его вместе с братом-близнецом Ренни можно увидеть в одном эпизоде сериала Full House. А брат вокалистки, Реймонд Перси, является режиссером некоторых эпизодов «Симпсонов». Вот так уже понятней. Но в своей музыке Stolen Babies экспериментирует с прогом, авангардом, дарк-кабаре. Получается очень милое сочетание, иногда даже танцевальное, а иногда и весьма злое. Есть еще одна интересная тема, связанная со Stolen Babies – Immersion Composition Society. Обширная организация андерграундных музыкантов, можно сказать секта, состоящая из отдельных лож, расположенных по всему миру. Как раз участниками лос-анджелесского отделения ложи «Тысячи имен» являются Доминик и Ренни. Интересная вообще организация. У них, например, есть свой метод сочинительства, так называемая игра. В один день они просыпаются и начинают писать музыку. Целый день. Стремясь написать 20 самостоятельных композиций. Музыкантам тема может показаться интересной, советую почитать сайт ICS, доставляет. Вот такие вот забавные ребята эти Stolen Babies. И музыка оригинальная, и с лайвами проблем нет. После их концертов Twitter обычно разрывается сообщениями типа «Вчера увидел Stolen Babies первый раз, теперь я их фанат». Но оно и понятно, шоу они делают со вкусом, мрачно, но красиво. Ну и напоследок поговорим о весьма популярной группе с весьма привлекательной вокалисткой – In This Moment. In This Moment группа довольно успешная. Каждый их новый альбом занимает все более высокие позиции в различных музыкальных чартах. И это объяснимо. Музыка их с каждым годом все ближе к народу. Начали они с металкора, а со временем стали обращаться к элементам альтернативного металла. Ну а главным и неизменным достоинством коллектива, конечно же, является смесь скрима и чистого вокала в исполнении Марии Бринк. Да и музыка, надо сказать, непроходная. Запоминающиеся мелодии, качево и высокое качество записи сведения надолго вгонят песни In This Moment в вашу голову. Ну и In This Moment, в отличие от многих своих коллег, с завидным постоянством выпускают клипы, показывая свои сильные стороны. Марию Бринк, естественно.
Ну и они вечно светятся со всякими турбопопулярными группами, типа Papa Roach, Nine Inch Nails, Lacuna Coil. Ну то есть, опять же, вряд ли они придутся по вкусу прожженным любителям андерграундного тру-металла. Ну и ладно, зато любители более софтовых жанров экстремального музла оценят In This Moment по достоинству. И лайвы у них, кстати, выше всяких похвал. Мне вообще кажется, что их попсовые вещи типа Blood вживую звучат даже круче. Что мы имеем в итоге? Не одни только суровые мужики могут вести за собой всякие тяжелометаллические коллективы. С этой задачей вполне могут справиться девушки, а иногда у них это получается даже лучше. И примером тому служат группы Butcher Babies, Luna Mortis, Walls of Jericho, Stolen Babies, In This Moment и многие другие, о которых мы еще расскажем вам в следующих выпусках. А между делом, клип из конкурса в прошлом эпизоде довольно оперативно угадал Руслан Черников. Это было видео Mercenary на песню Welcome the Sickness. Руслан выиграл диск Mercenary, а если хотите нечто подобное, угадывайте следующий клип. И у меня есть еще одна новость. В процессе подготовки выпусков приходится списываться с музыкантами, чтобы узнать у них всякие подробности их деятельности. В итоге набирается большая куча материала, который в сам выпуск не попадает, но кому-то он может показаться интересным. Вот я и решил компоновать все это дело в интервью и делиться с вами. Так что теперь интервью с разными андерграундными музыкантами будут публиковаться в каждом номере журнала Rockcore в рубрике Metal Music Madness. Вообще, у меня с печатными изданиями довольно теплые отношения. В свое время узнал оттуда много интересных групп. Моих любимых Carnival Call, например. Так что для меня весьма знаково то, что первой публикацией Metal Music Madness в Rockcore станет именно интервью с Arno Strobel. Так что заходите на сайт журнала, ищите, где его можно купить поближе к себе, ну или можете выписать его и не париться. Ну а я буду держать вас в курсе событий через группу MMM ВКонтакте. Теперь мы с вами раз в 1,5 месяца будем выходить на связь таким вот теплым, ламповым, можно сказать, аналоговым способом. Ну и конечно же, не забывайте ставить лайки под этим видео, если оно вам понравилось, подписываться на канал и нажимать на кнопку «Рассказать друзьям». С вами был Миран. До связи.